Zora budi polja, zora zove sunce, mir se širi, mir u tišini, svetlost raste, svetlost sija. Zemlja diše, zemlja klija. Добрый день, товарищ. Девочки. Я надеюсь, вы пришли не бодаться со мной. У меня рогов нету. Так что я сразу принимаю поражение на себя. Что будем делать? Какой расклад? Хочешь, чтобы я тебя погладил? Не хочешь? Окей. Чё? Ну что, доброе утро, добрый день. Я не выспался. Ну как, выспался, но плохо спал. Потому что место очень красивое, да? Но очень живое. Где-то, ну как, вечером, ночью были слышны коровы, лошади, машины. И в часов где-то 3, как начали птицы так по-дикому орать тут. Я не мог дальше спать. 5 часов встал, начал потихоньку собираться, пришли коровки ко мне. Я думал, что ночью придут кони, начнут жевать мою палатку, да, но кони не козы, этого не случилось. Пришли коровки познакомиться, посмотрели на меня. Лошадки тоже подошли, но лошадки немножко боятся. Я когда к ним подхожу, они мотают от меня, хотя вроде бы они, наверное, не дикие, а может быть они дикие, потому что тут на карте написано, что это как бы такое туристическое место с лошадьми, да, что как бы лошадки специально для туристов, что ли. И, возможно, они тут живут по-дикому, и никто за ними не ухаживает, не ездит на них, не использует в работе, и поэтому они немножко одичали, возможно. Хотя смотрите, какие красивые, вот это черные. Ну и вторая такая серо-коричневая, тоже прикольно. У них на ножках, да, на копытах такие типа, не знаю, как это назвать, дудочки, что ли. Вот. Вот тут совсем малютка с мамочкой, да? Я близко подходить не буду, а то он меня еще забодает. Но вот он. Где-то как овчарка, не знаю, величиной. Маленький чувачок. Уже бегает. Вот, короче, поедем посмотрим немножко лошадок еще. Перед тем, как продолжить наш путь. А ну-ка. Я когда завел мотор, они пришли посмотреть, что там так гремит. Посмотрим, они сейчас испугаются или наоборот будут заинтересованы. А так, жеребенок бежит.
Красавчики. Черный конь мне нравится. Белый нормально, но грязный такое ощущение. Вот черный. Прикольное место было поспать на самом деле. Хоть долго и не спал, но зато, может, даже это к лучшему. Раньше встал, встретил коровок, лошадок посмотрел. Вот. Ну и раньше выехал. Дольше проеду, дальше проеду. Тут вы видите, место такое очень холмистое, везде холмы или просто камни везде лежат. Поэтому найти такое плоское место для палатки посчастливилось, чему я очень рад. Опа! Ребята, здорово! Как у вас тут настроение? Отлично, вон там еще лошадки. Такая серенькая, прикольная, да? Очень красивая дорожка, в том смысле, что повороты вправо-влево, вправо-влево. И дорога, в принципе, пустая. Единственное, что иногда встречаются ямы. Но не так часто. Вернее, можно объехать, не так страшно. Вот одна яма, например, была. Не успел ее объехать. Индюки, утка. Ребята. Да, чуваки? Да? Гонит, типа, с дороги зовет. Фройде. Наверное, едут на ТЭД такие все эндуристы блатные. Здорово, ребята. Ну, блин, прячутся все время. Чё вы прячетесь от меня? Блондинки. Вернее, блондины. Маленькая лезет целоваться. Маленький. О, нихера себе. Может, спину ему поломать. Прикольно. Походу они голубые или маленькая лошадка. Не, маленькая тоже пацан. И вот, мне кажется, у большой лошадки, у коня, ему маленькие особенно нравятся. Короче, все как у людей. Все как у людей. Как будто... Ладно, короче, едем дальше. В мире животных. О! Еще пришел. Короче, мне кажется, у них тут такие немножко
гомосексуальные отношения между конями тут. Потому что вот это 3 коня, можно сказать, 3 жеребца. Черный идет, сейчас посмотрим, он тоже конь. Короче, они, наверное, этого маленького такси. Ой-ой-ой. Бедный конек. Терпит их всех. Вот так, когда девчонок нету, приходится пацанам развлекаться без девчонок друг с другом. Так, обнаружил кран с водой. Сейчас посмотрим, по идее, питьевая вода. Смотрим. Столик прикольный, может сразу сейчас забацаю себе что-то поесть. Сейчас проверим. Если вода есть, то сразу себе сварю, может, чечевицу или биту. А то уже 11 часов почти, а если я в 5 встал, уже 5 прошло. Хорошо. Все, так и сварилось. Я думал, уже буду есть полусырою, да, потому что эта кружка, в которой я варю, она относительно высокая, да, и относительно узкая. И получается, что снизу жар идет, сверху нет, и нужно мешать или не так много накладывать, как я. Поэтому я думаю, если я буду покупать вторую, вернее сказать, третью, у меня уже есть вторая на всякий случай, то лучше покупать пониже, но пошире, да, чтобы лучше все проваривалось. Вот такой я опыт получил. Вот. Ну все, приступим к трапезе. Отъехал, не знаю, отъехал тут. А, вот водопады, за водопадами. Сейчас мы посмотрим на водопады. Думал, будут, не будут. Вот чувак, о, как круто. Может, я тоже сейчас плаваю тут? Круто. Тоже, наверное, сплаваю. Сейчас тут развернусь. Вот тут в тенечке под ивой. Она меня наплачет на мотоцикл. Все, короче, прибыли. Ну что, народ, я вырядился. Идем тестить. Для начала посмотрим. Красивые тут. Как сделали. Вот смотрите, получается тут что-то вроде мельницы. Совершенно случайно ехал и увидел объявление в лесу, что тут какие-то водопады. И решил посмотреть. Да очень красивое место. Я думаю, если тут вот отдыхать, лучше, чем на море. Смотрите, как круто. О, и вон туда идет. Поднимемся сюда, немного посмотрим. Вот такая вот штука тут. Кабели висят, могут упасть в воду, стукнуть током, но мы не боимся.
So, fuck. Не туда заехал. Не туда заехал. Не туда. Ай. Песок. Песок. Фу, блин. Так. Сейчас где-то припаркуюсь. Буду смотреть. Фу. Чё не стартует? О, блин, сейчас припаркуюсь. Там песок не увидел. Сейчас тут в тенечке встану, буду смотреть, что к чему. Да, блин. Задумался. Фу. Вот так вот. Давно не падал. Фу, мою ногу так хорошо так заживало. Смотрите. Хорошо, что в ботах. Вот они отработали хорошо. Иначе бы вывернуло бы. Вот, блин. Песок. Так, а так. Да, чуть-чуть немного погнулась моя держалка для сумок. Сумка немножко отработала. Это, наверное, отработала. Ай, блин. Да, ну все нормально. Сейчас я чуть плавки мои. Я сейчас немного постою тут, чтобы адреналин ушел. Фу. Вот сумка съехала, ее надо немножко обратно. Так вот. Затянуть, типа, сильнее. Фу, блин. Жалко. Ботинки. Ну, смотрите, как отработала. Типа, до и после. Да. Фу, блин. Фу. Фу, ну шо, народ. Едем дальше. Самый прикол в том, что это была правильная дорога. Я думал, я слишком рано заехал влево. Мне надо было следующую, но я хотел развернуться. Там песок был. А тут правильная дорога была. Немного лапку согнула. Она немного упирается в этот кронштейн, так минимально, но я проверил, вроде переключается. Потом на следующей остановке попробую как-то отверткой или камнем или чем-то разогнуть. Сейчас руками пытался, не очень получается. Короче, едем. Сейчас еще раз это место посмотреть. Да, вот получается вот это все песок тут. И вот тут я навернулся. Да, очень нехорошо тут сделали песок, я не увидел. Вернее, я просто не обратил внимания. И очень соскользнул. Как будто специально сделали. Но это, наверное, осталось с зимы, когда посыпали от снега. Ой, блин. Ну все, короче. Трибут отдали. Теперь можем, надеюсь, спокойно ехать. Ой. Фух. Еду пока предельно спокойно. Отхожу от адреналина. Да, ногу, кстати, сильно так зажало, вывернуло. Я ее не смог просто так вытащить. Надо было переступить. И как-то я поднял мотоцикл. Но ничего не болит. Просто вывернуло и зажало. Я не мог вытащить. Боты хорошо отработали. Если был бы, наверное, так в кедах или в чем-то, оно бы мне немножко повредило бы ногу.
О, что-то псина тут заблудилась. Подъезжаем к границе. Сейчас я тут остановлюсь, достану документы. Достану документы, чтобы были наготове. Хотя, нет, да, все-таки сделаю так. Вот опять тут песок, блин. Да. Короче, стою. Решил не обгонять всех. Думаю, за минут 20-30 пройду. Я еще нахожусь в состоянии после падения. Так что мне нормально немножко так отдохнуть, посидеть. Ничего так сильно не болит. Единственное, что лапка переключения. Когда я переключаю вниз, она немножко иногда застревает там, да, потому что касается, это значит надо будет где-то в Боснии найти какой-то рычаг. Хорошо, что в Боснии много мусора валяется. Может, по дороге найду какую-то трубу или прутик какой-то, так, чтобы немножко как рычаг отогнуть лапку обратно. Потому что с собой у меня ничего нету. Тут сильный ветер такой. Аж шатает меня, хотя я сижу на мотоцикле. Вот. Да, короче. Жалко эти ботинки купил только в этом году или в прошлом, уже не помню, короче, новые. И вот сразу затестил их, расплющил. Hvala. Все, прошли границу. Вот сколько? Минут 15-20. Сейчас я тут припаркуюсь, спрячу документы, одену перчатки. Я помню, я тут, когда переезжал в позапрошлый год, вроде, кажется, было. Тут была семейка собачья. Папаша и 2 песика. Но походу их уже больше нет. Может, кто-то приютил или они не выжили. Не знаю. В любом случае, в тот раз лил дождь. А в этот раз супер погодка. И я тогда ехал там вдоль красивой реки, красивые места. Но из-за того, что был дождь, то мне было не до этого. Я просто ехал и думал, что происходит. И не мог наслаждаться. Поэтому в этот раз с хорошей погодкой будет четко. Я надеюсь. Все, короче, едем. Смотрим, где есть прутики или труба, чем можно разогнуть мою лапку переключения передач. Чувак, вы видели, какой у него дым идет? Вот это, наверное, Босния будет вонять дымом. Смотрите, как красиво, ребята. Это еще не Черногория, но горы уже черные вокруг нас. Красиво. Ветер сильный.
но ребята тоже тут путешествуют по-царски, можно так сказать. Вот, короче, они тоже производят ракеты. В Германии, в Австрии, вот на таких возвышенностях, горах стоят красивые церквушки. А тут мы в Боснии, в регионе, где в основном живут мусульмане. Вот, и также возвышается красивая мечеть на горе. Прикольно. Кастелла. Получается, едем. Дорога похожа на Словенскую, там тоже вдоль речки. Только покрытие не такое хорошее. Сейчас идет нормально, а так покрытие с заплатками. Вот видите, то заезжаем, то выезжаем на железную дорогу. Вот. Не теряем время, но на самом деле карта показывает, что вот мы едем вдоль реки, и там типа водопадиков на реке, каскады. Может, на обратном пути, если будем ехать тут, можем там посмотреть. Вот, пока едем дальше. Да, температура 30 градусов в тени, но не жарко как-то. Я немного смочил футболку, она еще досыхает. Но в принципе не так жарко. Вот я помню, ехал, вот смотрите, что они делают. Босния. Я помню, ехал там вдоль моря, там была жара полностью. А сейчас так хорошо. Возможно, потому что воздух достаточно сухой. Вот, так что все нормально. Очень рад. Даже не верится, что нету дождя, потому что когда в прошлый раз ехал тут, лил сильный ливень, и оно меня так настолько впечатлило в негативном ключе, что почти что травма осталась. И сейчас такой еду и, можно сказать, вылечиваю свою травму о Боснии. Типа тогда Босния меня не хотела, и дождем меня пугала, и проколол колесо. Тогда, когда проколол колесо, я понял и сказал, ну ладно, если меня не хотят, я разворачиваюсь. В этот раз я вот не знаю, из-за того, что я навернулся. Вот, но хочу сказать, что вот хорошо, что не навернулся в таком быстром повороте, да, в относительно быстром, потому что очень много было мест, где были и ямы в повороте, и песок. Я тогда просто как бы ожидал и был более сконцентрирован, обращал внимание. А тут я не ожидал, что такой подвох будет. И, соответственно, не обратил внимания. Короче, хорошо, что не на скорости. То, я думаю, хватило бы уже километров 30, если бы я вот так глупо полетел, я бы уже и мотоцикл повредил, и себе что-то повредил. О, чуваки, какая команда большая. Здорово. Короче, я мчу где-то через километров 100-120 я себе наметил озеро. Если доеду до туда, хотелось бы там ночевать, если получится, потому что на карте смотрелось красиво, а как там будет на месте, уже непонятно. Вот, и оттуда уже завтра поеду высоко посмотреть там эту пирамиду, посмотрю и поеду дальше в Черногорию, там мимо Сараева. Не знаю, заезжать в Сараево или нет. Как-то с одной стороны город такой известный, да, с другой стороны там теряется время. Ну, можно проехать, посмотрим, короче, решу завтра. Главное вот сейчас озеро. А
завтра пирамиды.